Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Алексей Маслеев, я являюсь куратором фонда «Космоскоу» и с удовольствием приветствую вас на этом мероприятии. Этим мероприятием мы открываем программу, заключительную дискуссионную программу заключительного воскресного дня программы «Токс», программы «Лектория Космоскоу». Его тема этого мероприятия «Режим сохранения. Выставочный процесс» является составляющей серии обсуждений, объединенных названием «Режим сохранения». И идеи программы, и ее структура были предложены Виктором Мизиано, были предложены как некоторый описательный и аналитический подход к российской системе искусства и в ее нынешнем состоянии. Я спешу представить коллег, которые сегодня составляют на этом разговоре компанию. Это чертовски приятная действительно компания. Спешу представить Елену Яичникову, куратора, теоретика искусства, куратора выставочного отдела ГЭС-2, Артема Филатова, художника, основателя студии «Тихая», художника года «Космоскоу», и Виктора Мизиано, куратора, теоретика, историка искусства, основателя и главного редактора художественного журнала. Вас видеть приятно, и спасибо, что присоединились. Виктор, я хотел вам как раз задать первый вопрос и сопроводить его, наверное, следующим комментарием. Вы обладаете действительно колоссальным опытом такого практического присутствия на российской, на международной арт-сцене. Но и не только, может быть, этого практического присутствия, но и, пожалуй, опытом того, что можно назвать наблюдением за этими средами. Меня всегда восхищала ваша осведомленность в каких-то актуальных проблемах, которые в искусстве присутствуют, не обязательно с искусством связаны. И я хотел попросить вас, может быть, чуть более развернуто представить тему программы «Лектория. Режим сохранения» и рассказать, как она возникла, может быть, какие настроения лежат в ее основе. Да, спасибо, Леша, спасибо за приглашение принять участие в сегодняшнем разговоре. Спасибо, что как бы дал мне слово первому. Действительно, оно даст мне возможность не только задать какой-то импульс сегодняшней дискуссии, но, может быть, каким-то образом суммировать все те дискуссии, которые мы вели с твоим участием, с участием коллег из Космоско в ходе как раз подготовки всей программы, всей общей программы. Действительно, мы задумались, когда мы начали размышлять о том, какая проблема, какой узел проблемный может стать особенно актуальным, что, собственно говоря, требует размышления сегодня в первую очередь, то, конечно, стало достаточно очевидно, что ситуация, в которой российский художественный мир, художественная культура в целом, ее инфраструктура столкнулась за последние месяцы, за последний год с лишним, да, она, разумеется, очень специфична. Она, конечно, очень сильно отличается от всего того, от всей той динамики, да, которая определяла собой последние, скажем, даже, можно сказать, 30 лет, даже с лишним. Да? То есть, я понимаю, что для молодого поколения то, что оно видит сейчас, та ситуация, та система искусства, частью которой они являются, я имею в виду и художников, и кураторов, для них это есть некая данность, да, то есть ГЕС-2 появился, сколько, по-моему, 2 лет еще нету, или чуть больше, но уже представляется, что ГЕС-2, он из веку
вот есть в Москве, и что вот он уже, так сказать, какая-то такая же абсолютно неотъемлемая часть сегодняшней жизни, и не дай бог он выпадет, то это просто будет некая катастрофа, да. На самом деле, я действительно из вас троих, вот из нас четверых, вот действительно у меня, конечно, больше вот этого живого опыта, наблюдения того, как с начала 90-х система современного российского искусства, московского, может быть, в первую очередь, вот какие трансформации как бы он претерпел. И двигаясь с разной, я бы сказал, с разной динамикой, да, потому что сравнить 90-е нулевые невозможно, как и нулевые и десятые, да, но так или иначе пунктирным ходом, рывками, но вектор всегда, собственно говоря, был задан один, да. Это постепенное, но неумолимое движение к созданию современной художественной инфраструктуры, формирования современного выставочного процесса и современного художественного производства, которое должно было стать частью интернациональной художественной системы или системы, которая как раз с начала 90-х стали называть уже не интернациональной, а глобальной. Но которая при этом, вопреки, так сказать, этимологии слова «глобальный», конечно, в первую очередь является системой искусства, заданной западноевропейскими и американскими институциями. И надо сказать, что действительно, в общем, эти успехи впечатляющие. Во всяком случае, московский художественный ландшафт совершенно радикально преобразился. И действительно, то, что мы наблюдали последние годы, это действительно было необычайно интересно, насыщенно, мощно и так далее. Сейчас, ясное дело, в этой динамике возникли проблемы самого разного толка, связанные с коренным изменением общей ситуации. Отсюда, собственно говоря, и возникает вопрос, а как действовать в этой новой ситуации? Какие, как любили говорить в начале 90-х, какие стратегии избрать, какие тактики применить, какую позицию занять и на индивидуальном уровне, разумеется, а это всегда в первую очередь такого рода решения принимаются индивидуально, но с другой стороны и всем сообществом, всей средой художественной. И здесь отсюда, конечно, и возникла эта идея, что большой ценностью, большой важной задачей сегодняшнего дня будет сохранить из тех, в общем, достижений, из тех совершений, которые, в общем, за эти 30 лет были совершены, сохранить их и, в общем, поддержать их, не дать им просесть, не дать им сойти на нет, что было бы самое печальное, самое катастрофическое. Но наряду с этим, если мы говорим о режиме сохранения, то, я думаю, речь идет не только о том, что надо нечто уберечь. Но мне кажется, важным было бы в этом режиме сохранения найти некую свою позитивность, постараться эту ситуацию, эту паузу в таком динамичном, поступательном наращивании потенциала найти в этой остановке, некие свои новые возможности, И, в частности, к этим возможностям, на мой взгляд, и это уже, может быть, мой такой
камешек, который я бросаю как бы для возможной дальнейшей дискуссии, одним из такой позитивности, да, из возникшей паузы может стать, ну, критическая рефлексия над тем, что, собственно говоря, было сделано, было совершено, как это делалось, как бы, да, какие уязвимые места мы можем увидеть и усмотреть в том типе развития, свидетелем которого, ну вот мое поколение стало от начала до конца, вот, а для некоторых из других, для многих других участников сегодняшнего процесса, ну, оно предстало уже на неких определенных этапах, да. Вот, ну, вот, на мой взгляд, очень схематично, отчасти, может быть, несколько заостренно, полемически, критически заостренно, опять-таки для того, чтобы вот разжечь какую-то динамику нашего обсуждения. Вот, я, может быть, вот обращу внимание на то, что современная российская художественная инфраструктура, в первую очередь, я имею в виду, конечно же, московский мегаполис, который, ну, был таким локомотивом, как бы, да, вот, являлось то, что, ну, например, то, что наша инфраструктура, почувствовав, в общем, некий свой потенциал, почувствовав, в общем, некие возможности, которые у него есть, в первую очередь, возможности бюджетного подчас характера, да, вот, очень много энергии, много ресурсов уходило в демонстрацию самой инфраструктуры, как бы, да, а не ее содержательных возможностей. Да. Ну вот, в частности, обращу внимание на достаточно широко распространенную как бы моду последних вот как бы лет в Москве, последних 5, 6, 7 как бы лет, да, это исключительную аффектацию выставочной презентации, выставочного дизайна. Да. Вот было такое ощущение, что продакшн, как бы, да, дизайн выставочного предъявления как бы играет чуть ли не первостепенную роль, является таким вот главным экспонатом как бы выставки. И это затрагивало не только вот частные институции, но подчас затрагивало и институции как бы государственные, у которых, ну, бюджет которых был более скромный обычно. Но, тем не менее, эта норма, да, ставшая как бы почти обязательной, ну вот заставила и их подтягивать какие-то ресурсы для того, чтобы академические выставки, типа вот выставки русского и немецкого романтизма в Третьяковской галерее, отдать как бы на дизайнерское растерзание, значит, Лебескинду. Вот, замечательному архитектору, прекрасному дизайнеру, создавшему очень эффектную, так сказать, архитектуру для выставки. Но вот вопрос о том, насколько она была необходима, насколько она монтировалась с выставкой и ее содержаниями и идеями, насколько она помогала смотреть эту выставку, ну, вот это как раз стало предметом довольно широкой дискуссии и даже, так сказать, в официальной, в такой вот, в реальной художественно-критической прессе, ну, а про Facebook как бы я и не говорю. Наряду с этим вообще, если мы вот будем говорить об этом, вот будем развивать это соображение о некой самодостаточности инфраструктуры, ее попытки предъявить в первую очередь саму себя, так вот в выставочной политике вот крайне популярным, крайне распространенным стал формат блокбастера. Да? Вот таких мега-выставок, даже если это персональные выставки, то все равно это выставки, которые должны были поразить размахом, поразить масштабом и, опять-таки, как всегда, поразить
бюджетными возможностями. Да? Вот таких примеров довольно много, и надо сказать, что это отнюдь не уязвимое место вот, выставочной политики российских московских институций. Это интернациональный процесс, это часть того, что принято называть фестивализмом, но, как мне кажется, то, что в случае вот российского выставочного процесса является в первую очередь уязвимым, это то процентное взаимоотношение, которое есть между блокбастерным подходом, который, кстати говоря, проявлялся даже в выставках среднего масштаба, да, и выставок исследовательских, выставок когнитивных, выставок интеллектуально емких. Да. Еще одно наблюдение. Да. Вот, действуя как бы в фарватере вот этой задачи, поставленной перед вот новой постсоветской художественной инфраструктурой, стать как бы частью интернациональной системы искусства, глобальной системы искусства, мне кажется, что подчас вот стремление предъявить западный художественный продукт, да, западных звезд, интернациональный материал, как бы, да, он в том, как это акцентировалось, как это предъявлялось, в том вот как бы он становился важнее, чем материал локальный. Причем дело даже не столько в том, что такого рода презентация превалировала показом локального. Нет, конечно же, локальный художественный материал показывался у нас более пропорционально, более, конечно, массированно. Но проблема состоит, как мне кажется, в том, что вот рефлексия на локальный материал, рефлексия над проблематикой центра и периферии, локального или глобального, да, вот эта рефлексия как раз осуществлялась спорадически и, как мне кажется, могла осмысляться более серьезно, более, я бы сказал, стратегически нацеленно. Да? Ну, не говоря уже о том, что крайне не, в общем, обошло как бы вот наш выставочный процесс обходил вниманием все те регионы, все те зоны, которые, в общем, находились за пределами отечественной художественной ситуации и, скажем так, глобальных интернациональных центров. Там искусство Восточной Европы, искусство постсоветских стран, искусство, там, допустим, других как бы регионов. Вот это вообще как бы оказалось по большому счету вне внимания. И это имеет отношение, кстати, не только к выставочному процессу, все это имеет отношение и к издательским программам, к издательским, и к другим как бы и к другим, в общем, направлениям развития художественной культуры. Ну, я предупредил, как бы, да, что я буду несколько заострять, и я готов сказать, что вот эти критические наблюдения, они имеют отношение в первую очередь к нулевым, десятилетию нулевых. Вот как раз моменту, когда вот инфраструктура начала набирать как бы некую энергию и некоторый ресурс, готов признать, что с середины десятых годов вот как раз альтернативные тенденции, альтернативное умонастроение, постановку иных как бы задач, тех самых, за которых, вот, как вы поняли из моих реплик, я, собственно говоря, и ратую, вот они начали заявлять о себе, они становились фактом как бы уже осознания и поиска проявления и реализации себя, и это в первую очередь связано с появлением молодого поколения,
имеющего уже другой опыт существования на интернациональной сцене. Но тут, может быть, последняя моя критическая ремарка связана с тем, что это новое умонастроение и эти новые задачи, вот они Раз. Микрофон. Окей. Да. Друзья, прошу прощения за техническую накладку. Я надеюсь, Виктор сможет к нам вновь присоединиться спустя какое-то время. Перед тем, как передать слово Лене и Артему, я хотел отметить, что, готовясь к нашему текущему разговору, я впал в некоторый ступор, потому что обнаружил вдруг, что невозможно представить тему, которая связана с художественными кураторскими практиками сегодня в России, которые, соответственно, после 24 февраля прошлого года обсуждение, которое не скатывалось бы, не сталкивалось вот с таким буреломом новояза или эзопового языка. Поэтому я предлагаю оставить участникам возможность, если они того пожелают, отказаться отвечать на те или иные вопросы, при условии, что как раз язык, которым мы вынуждены сегодня пользоваться, предполагает либо умалчивание, либо какое-то метафорическое, символическое представление тех или иных сложностей, проблем или событий, которые происходят. Виктор, рад, что вы снова с нами. Да, закончите. Да, произошел какой-то не от меня зависящий какое-то прерывание связи. Леш, хочу просто договорить мою последнюю реплику. Вот, она связана с тем, что, как я сказал, я вот наблюдал в умонастроениях в первую очередь молодого поколения. Вот как раз вот как бы полную солидарность с теми критическими ремарками, которые я вот сейчас перед вами развернул. Вот, но моя последняя критическая ремарка связана с тем, что по моим наблюдениям вот это большее внимание к когнитивным ресурсам искусства, большее внимание к другим регионам, а не к такому несколько периферийной одержимости вот именно последними интеллектуальными модами мировых столиц, как бы, да, что это в очень большой степени связано не столько из осознания внутренних ресурсов, внутренних проблем, внутренних задач, внутренних связей, да, ну, например, связей российской художественной культуры с Восточной Европой, с постсоветскими контекстами там, и так далее. Сколько была проекций усвоенных интернациональных политкорректных трендов, как бы, да, что замечательно, что очень позитивно, но перед чем это поколение, этот круг молодых интеллектуалов и художников вставал, это вот как бы пережить вот эти новые установки на опыте как бы обустройства обновленной локальной ситуации. Вот, и я думаю и ратую за то, чтобы вот эта динамика как раз продолжилась вот в актуальной ситуации, поскольку, в общем, как бы мы критически и с каким бы сожалением мы не смотрели на положение вещей сегодня, но вот для той работы, которая, так сказать, вот мной описывалась, вот ее можно сейчас вести, и хотелось бы, чтобы эта работа развивалась. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать. Прошу прощения. Да, Виктор, спасибо большое за этот развернутый комментарий. Я хотел передать слово Лене и Артему и спросить, попросить отреагировать, собственно, на комментарий Виктора, может быть, с какими-то акцентами, которые вам наиболее близки, которые наиболее у вас отзываются, и уточнить, насколько, в принципе, вы солидарны с этой внутренней установкой на сохранение достигнутого в своих практиках, стратегиях, может быть, моделях действования, в
том расширенном, опять же, смысле, в котором Виктор только что этот сберегательный импульс представил. Лен, Могу прошу. начать? Ага. Большое спасибо Виктору за вступительную речь. И мои мысли во многом действительно отзываются и созвучны размышлениям Виктора. Готовясь к нашей сегодняшней дискуссии, я тоже в качестве отправной точки взяла вот эту простую констатацию того, что российское современное искусство всегда вот на протяжении с 90-х годов, с того момента, когда оно, по сути, родилось, воспринимало себя частью международной художественной сцены. И поэтому сейчас вот то изменение, которое коснулось нашей жизни, оно просто радикальнейшим образом меняет то, как мы себя ощущаем, то и требует какой-то действительно совершенно смены парадигмы. И вообще, по сути, наш взгляд, он всегда был обращен вовне. Он не был однозначным, он менялся на протяжении всего этого времени, но все-таки в качестве такого главного собеседника мы всегда имели в виду прежде всего Запад и ту международную систему современного искусства, которая сложилась на Западе. То есть даже если речь идет о биеннале и вот этом биеннальном фестивальном искусстве, оно предполагает включение художников из совершенно разных регионов мира, но все-таки, как правило, это происходит на Западе, ну, не всегда, сейчас уже много разных других регионов, но все-таки это часть вот той самой западной системы современного искусства, частью которой мы всегда воспринимали. И вот эта проблематика России и Запад в виде другого, это все обсуждалось еще в 90-е годы, и Виктору это очень все хорошо знакомо. Виктор был участником очень многих, очень важных дискуссий тогда, в 90-е годы. Делал множество проектов, в том числе Интерпол и многие другие. И вообще, как мы знаем, вся система российского современного искусства в 90-е годы, она тоже сложилась как калька западной. И здесь я опять хочу сослаться на Виктора и на его многочисленные тексты, которые тоже были этому посвящены. Так вот, сегодня мы оказались совсем в другой ситуации. И на самом деле сегодня, пожалуй, пришло время того, чтобы обратить взгляд на себя. Это взгляд интроспективный. Мне кажется, сегодняшний момент, он требует скорее интроспекции. В то же время это не значит какая-то замкнутость на себе, потому что наша культура, она тоже предполагает множество других, вот тех самых других, которые другой, как вот собеседник, другой, понятие, которое пишется с большой буквы, заимствованное из психоанализа, тот самый другой, в роли которого выступал Запад, мы находим множество этих других и в рамках нашей культуры тоже. И я думаю, что интроспекция, она как-то предполагает и обращение нашего взгляда вот на это. То есть культура и российская культура не гомогенна. То есть у нас множество народов и разных культур. И к тому же, даже если мы говорим про искусство, если мы говорим про современное искусство, у нас тоже есть и было искусство официальное, искусство неофициальное, как вы знаете, из советского времени. И то, что сейчас тоже в какой-то степени продолжается в виде сосуществования Института современного искусства и, например, традиции Академии художеств. То есть вот мне кажется, что взгляд на себя, вот эта интроспекция, она предполагает и рефлексию над вот этими всеми категориями тоже. Но помимо того, она предполагает еще и саморефлексию, и такой как бы критический подход к себе, к своей культуре,
критический в смысле вот слово критика, как она используется в философии, то есть анализ, анализ того, из чего она состоит. И поэтому, вот просто отвечая на такой простой вопрос, который я себе тоже, конечно, задавала и задаю, о том, какие выставки нужны сегодня, и это то, что отчасти соприкасается с тем, о чем говорил Виктор. Мне кажется, что вот после всего того, что я сейчас сказала, мне кажется, что сегодня время выставок лабораторных. То есть это не выставки-витрины. Это вот то, о чем говорил Виктор тоже, когда говорил о гипердизайне выставок в России вот в последние 10 лет, наверное. Вот мне кажется, что да, сейчас, наверное, нужно сменить формат, и это действительно какие-то выставки лабораторные, которые основаны на исследовании или на какой-то рефлексии, но они не декларативны. То есть, мне кажется, здесь важен именно вот этот процесс взгляда на себя и анализа. Вот, я, наверное, этим ограничусь пока. Лен, спасибо большое. Артем, передаю слово тебе. Спасибо большое. Я, наверное, сделаю как бы первую ремарку. Мне 32 года, как бы из 90-х годов я помню, что я родился в 91-м. Да, поэтому как бы здесь, я надеюсь, с меня притча о прошлом как бы снимается во всяком случае, да, как бы я здесь могу быть только лишь ненадежным рассказчиком по книгам и по воспоминаниям. Вторая часть — это то, что вытекающее из первого, да, я молодой художник, да, я не искусствовед, я не куратор, я не устроитель выставок, я практикующий, так скажем, профессионал, да, и здесь как бы, тоже нахожусь немножко в другой как бы роли. Мне тяжелее пространно, да, заходить вот на такой как бы разговор, поэтому постараюсь как-то откомментировать, но вот мне кажется, важно вот эти вот две издержки учитывать, в том числе в моем выступлении. Знаете, за последние там 1,5-2 года часто, например, журналисты тоже задают такой вопрос, там, какие у вас есть взаимоотношения с зарубежными проектами, или же, может быть, даже такая как бы достаточно тривиальный, стереотипный вопрос, как бы вы, наверное, востребованы за рубежом, да, какие у вас планы, да, на зарубежные проекты. И мой опыт такой, что для меня зарубеж — это Москва уже, в принципе. То есть как бы я когда выезжаю за пределы Нижегородской области, скорее всего, для меня это уже, в принципе, достаточно хороший зарубеж. Да, как бы я вот художник, который понимаю, как бы, что можно сделать на Нижегородской земле, честно. И мне немножечко тяжелее понять, чем я могу быть полезен в Москве, где, мне кажется, есть люди, которые знают систему отношений, даже не в искусстве, а между разными организациями, сообществами и каким-то укладом, да, как бы жизни. Тем не менее, вы можете приехать в Казань, в пространство Plague Office, это такое как бы вот самоорганизация, да, и вы зайдете в полуразрушенное здание, где живут и работают художники, где у них мастерские, и вы попадете на момент монтажа выставки, вы спросите, а кто монтируется? Они говорят, да вот мы делаем парную выставку с американцем, он вот свою часть делает в Америке, а мы свою как бы часть, то, что он нам прислал, делаем здесь, в Казани. И это было буквально, как бы май этого года. И вот эта территория, которую можно как бы, тоже достаточно, не точно, но определить как искусство, которое существует вокруг, грубо говоря, сообщества цветника, оно как бы не прекратило свой цветник, в смысле агрегатор, да, как бы такое пространство, которое находится в первую очередь в интернете, которое теоретизирует о
совсем современном искусстве, и которая репрезентирует искусство в первую очередь как бы в медиа, нежели, мне кажется, как бы в живом пространстве, и постулирует какие-то как бы новые, наверное, в первую очередь как бы эстетические как бы парадигмы, они не, ну, как мне кажется, как бы не исключили желание находиться вот в коммуникации с внешней средой, имея в виду Европу, США и многое как бы другое. То есть, хотя с другой стороны, да, например, когда различные организации, не только небольшие группы художников, но и даже как бы институции, они переживают кризисы. Мне кажется, показательным примером является кризис Пермаме, да, и вот Пермаме на ярмарке Космосского музей года. И для меня, мне кажется, что это не просто вполне заслуженно, а странно, что это сейчас, да, как бы вот, потому что Пермаме — это феноменальная как бы институция. Чаще всего я ее объясняю, что мы вот говорим о коллекциях, и мы можем даже бравировать: это работа художника явно музейного уровня, но как бы в разговоре это одно, а в другом, но в реальности как бы никакой музей по-нормальному не сможет закупить как бы вашу работу, да. Скорее всего, он это примет в дар от какого-то коллекционера или какой-то институции, нежели будет делать как бы прямую закупку. А Пермаме имеет потрясающую коллекцию, которая собрана в том числе через закупки, через подарки и многое как бы другое. И мне кажется, это очень достойная коллекция, которой нету нигде за пределами как бы вот МКАДа, да. И ну, этому, мне кажется, стоит учиться, да, у многих коллег вообще по всей нашей стране. И Пермаме, конечно же, как бы пережила конфликтную среду, которая была связана как бы с деятельностью Пермской культурной революции. И момент, когда как бы культура падала сверху, и фактически местные жители должны были под этими выбросами как бы, да, выживать, да, ты либо окультуриваешься, либо встаешь как бы в позицию против, да, как бы этой культуры. Она больше не работает, и Пермаме сейчас, как и многие другие, конечно же, институции, выбрали совершенно другую стратегию. Работать не с внешним, не с внешним московским посетителем, который берет самолет и летит на Дягилевский фестиваль, а с теми, кто живет в Перми, да, с различными группами населения, различными районами, различными как бы видами людей, которые, может быть, раньше были исключены из вот этого портрета как бы посетителя, но открыть его как бы изнутри. И это кризис, который связан не какими-то глобальными как бы процессами, это кризис институции. Она как бы задается вопросом: а вообще для чего мы тогда это все делаем в Перми, если мы пытаемся как бы играть с какими-то как бы большими игроками, пытаемся все время как бы требовать внешние ресурсы, когда мы не раскрыли как бы внутренние. Это в том числе вопрос, да, такой вброс будет, как бы это вопрос экологического пользования, да, как бы, может быть, нужно использовать меньше ресурсов и как бы обогащать вокруг себя, нежели забирать что-то извне и тем самым тратить огромное количество ресурсов, да. Вот, это вот такая, как бы, наверное, вот, это вот первая часть, связанная с этим каким-то рассуждением или какой-то вот этой фигурой речи, связанной с обращением внутрь или обращением вовне, да, поддерживая разговор в контексте выставок блокбастеров или же какая должна быть выставка в 2077 году или как-то так. Я здесь как бы плохой спикер, потому что я люблю шутить, что я художник как бы без персональных выставок, но как бы это очень легко бьется о международную классификацию, которая говорит, что если художник делает парную выставку с одним художником, в принципе, это персональная выставка, поэтому этот мем как бы от меня, получается, не работает, да, в такой как бы умной компании. Но я хочу просто поделиться опытом, который был во время пандемии, и он до сих пор для меня остается релевантным. Когда я приезжал в Петербург, мне всегда было тяжело понять, куда мне нужно прийти и где мне нужно оказаться, чтобы почувствовать какую-то,
современную культуру. В Петербурге много потрясающих галерей, но галерея — это все-таки определенный как бы тип коммуникации, надо все-таки этому отдавать должное, да. В Петербурге нету такой инфраструктуры современного искусства, как в Москве, и это до сих пор, как бы, да, эта разница только увеличивается, мне кажется, это важно тоже как бы заприметить. Тем не менее, в 2021 году пространство «Стыд», да, которое располагалось в бывшем картографическом обществе, мне кажется, было главным местом, куда шел любой человек, который искал какое-либо новое впечатление от искусства. Что такое «Стыд»? Это маленькая комната, вас встречает некий мужчина, который берет от вас строго 300 рублей, никаких вернисажей. Вы заходите с этим мужчиной в комнату, он говорит, у вас есть ровно 15 минут, он закрывает вас, отдает вам фонарик, и вы сами наедине принимаете решение, что делать с экспозицией того или иного художника. Понятное дело, что это звучит, ну, как совершенно банальный квест-рум, да? Но в ситуации подыгрывания аудитории, в ситуации разъяснения произведений путем длинных кураторских текстов или же медиации или еще чего-либо, экстремальная позиция стыда, что никаких вернисажей, никаких объяснений произведения, никакого разговора до, никакого разговора после, когда заканчивается 15 минут, тебе показывают, где выход. Ты уходишь, до свидания, спасибо большое. Это создало какой-то, как бы, вот знаете, заряженный воздух, где, конечно же, чувствовалась вот для меня лично какая-то как бы территория свободы. Вот это незаигрывание как бы со зрителем, оно, мне кажется, очень-очень важно. В прошлом году, в феврале, пространство «Стыд» перестало существовать. И это тоже их ответ на вопрос там, что дальше делать. Да нет, мы больше не существуем, сказали они. Но тем не менее я, как вот самопровозглашенный амбассадор стыда, мне кажется, что вот их опыт, когда ты не упрощаешь коммуникацию со зрителем, а ее делаешь более острой, это в том числе острый не в смысле ты заставляешь их увидеть то, что они как бы не хотели, или ты как бы переходишь какую-то этическую как бы линию, да, но острым это значит, что более точным, наверное, да, нежели как бы вот в какой-то такой вот более свободной, променадном таком как бы варианте. Мне кажется, это в том числе может быть одним из, и далеко не первым, ответом, как продолжать приглашать людей в какое-либо пространство и говорить и показывать искусство. Вот моя такая скромная часть. Артем, позволь в продолжении твоей реплики задать уточняющий вопрос. Он связан с форматом, с режимом, что ли, взаимодействия с искусством, который устанавливал, например, «Стыд», и который, мне кажется, справедлив и для, например, студии «Тихо» в Нижнем Новгороде. Формат буквально приватный. Можно его назвать камерным, но он действительно тяготеет к приватному буквально измерению. Мы с вами находимся сейчас на ярмарке, который предполагает действительно внушительный охват аудитории. С твоей точки зрения, вот эта приватность или камерность пространства, или, опять же, вот этого режима встречи с искусством является какой-то, что ли, может быть, приоритетной формой? Нет ли переживания, что таким образом, организуя художественное событие или презентируя искусство таким способом, мы охватываем совсем небольшую аудиторию, какое-то количество человек, которые, естественно, не сопоставим, невозможно сравнить с, вот, опять же, большими какими-то мегапроектами, мегавыставками фестивального типа. Это спасибо большое. Это, ну, да, это хорошие замечания. Ну, как бы, если говорить коротко, наверное, что кесарю кесарево, богу богово, к сожалению или к счастью. Если вы большая институция и в ваших задачах стоит влияние на рынок, на политику, пускай это даже так сказано, политику как бы, в каком-то как бы даже больше философском, да, как бы понимании, то, конечно, вам приходится как бы выторговывать свои нейронные связи на то, чтобы встречать большую аудиторию, в том числе ту, которая как бы никогда вам не ответит взаимностью.
такая миссионерская деятельность, это достаточно сложная, альтруистская и далеко безвозвратная иногда как бы вещь, но она всегда приносит какой-то как бы процент, грубо говоря, 80% как бы стараний, да, приносит 20% результата. И в контексте «Стыда» и в контексте студии «Тихая» просто режим посещения, он спровоцирован ресурсами. И, конечно же, как бы студия «Тихо» может превратиться в центр современного искусства с библиотекой и с кофе. Но мне кажется, знаете, вот как бы если вот говорить про Либескинда и вот выставку про романтизм с вот этой вот активной, совершенно сумасшедшей застройкой, которая, мне кажется, как бы уходит в каждую как бы соцсеть, то если сравнивать вот как бы центр современного искусства и маленькую самоорганизацию, то, то застройка Либескинда — это вот как раз кафе и библиотека. Как бы это вот эксцессив вещь, которую, ну, иногда ты просто не можешь напросто как бы себе позволить. И в «Стыде» это был важен как бы опыт индивидуального посещения. В студии «Тихая» это не только вопрос безопасности, того, что двери студии всегда закрыты. Туда невозможно прийти, просто дернув за ручку и считать, что тебе как бы должны как бы уделить внимание. Но это вопрос того, что наше пространство возникает уже на обогащенной почве, которая подготовлена теперь уже Пушкинским музеем, а именно Арсеналом. И нам не нужно закрывать вот эту как бы территорию, связанную с первым опытом с искусством. И мы можем более качественно уделить внимание тому человеку, который уже располагает и инвестирует свое время и внимание в то, чтобы встретиться с чем-то как бы более конкретным, да, удовлетворить какой-то свой собственный конкретный запрос. И если бы мы открыли двери студии «Тихая», то, конечно же, мы потеряли самое главное — это мастерскую художников. Мы потеряли бы дом, и здесь уже непонятно тогда, зачем этим, конечно же, заниматься. Мне кажется, здесь какой-то внешние условия и внутренний спрос, они рождают как раз тот или иной формат. И мне кажется, даже когда мы говорим о ГС-2, я позволю как бы себе такую ремарку. Мне кажется, то, что было запланировано, конечно, то, что было как бы вот в момент как бы открытия, это тоже был не центр современного искусства, да, как бы это тоже важно понимать, что это сразу же была другая цель и другие как бы задачи. В том числе, мне кажется, существует вообще кризис вот этого такого устойчивой какой-то как бы институции, поэтому и «Стыд» как маленькая институция, и студия «Тихо» как супер тоже маленькая институция, они просто создают определенную вот как бы такой элемент биоразнообразия во всей этой вот коммуникации. Лен, прокомментируешь как-то этот вопрос? Или я, может быть, тоже переформулирую реплику Артема и уточню про лабораторного формата выставки, о котором ты говорил, и говорил Виктор в том числе. Вот эта лабораторность предполагает, опять же, камерность пространства и какую-то ограниченную, например, аудиторию, которую выставка может охватить. Как лабораторный формат соотносится с количеством людей, которые с выставкой могут взаимодействовать? Есть ли вообще какая-то предпосылка, что ли, вообще, может быть, так вопрос ставить? Насколько этот вопрос состоятельный? Вообще кажется, что количество людей, посещающих то или иное мероприятие, это критерий, не имеющий отношения даже к сообществу и какому-то живому художественному процессу, а все-таки связанный с государственными структурами и муниципальными или федеральными музеями, которые отчитываются на основании посещаемости, да, количества выставок и посещаемости людей. Но все-таки... Да, наверное, действительно, ты совершенно прав. Между типом или форматом выставки и аудиторией, и количеством, конечно же, есть связь. И это та связь, которая, например, интересует все институции. Это как бы самый первый вопрос, который институция для себя решает, и это самый как бы вот такой ключевой момент.
И, конечно, в этом смысле вот эти лабораторные выставки, о которых я говорю, они, они требуют определенного типа зрителей, точнее даже не определенного типа зрителя, а определенного настроя у зрителя, который, возможно, не каждый готов, на что не каждый, может быть, готов пойти. То есть, конечно, очевидный ответ – это то, что лабораторные выставки требуют, скажем, вдумчивого зрителя. То есть это, наверное, скорее действительно выставки, которые требуют от зрителя определенной вовлеченности. Да, это, в этом смысле этот зритель вдумчивый. То есть вовлеченности, погружение, изучение, какой-то вдумчивости, да. И, конечно, это не то, что там можно увидеть везде, потому что, да, у каждой площадки свои какие-то ориентиры. И если, например, говорить о ГЭС-2, вот в ГЭС-2, например, есть разные типы выставок, и один из этих типов, вот его звучит как выставки эссе. И мне кажется, что это вот тот самый лабораторный формат, о котором, может быть, я тоже говорю. Вот. Но это вот один из всех возможных типов, что тоже как бы говорит о себе. Я сейчас подумал, что кажется, в наших возможных размышлениях по этому поводу есть такая дихотомия лабораторного формата, лабораторной выставки и определенные формы бытования искусства, может быть, определенной визуальности художественных произведений, какой-то эстетической парадигмы, которая связана, если говорить о противопоставлении, с аттрактивностью, эффектностью, зрелищностью. Означает ли та мысль, тот виток, который сейчас в нашем разговоре задает, точнее, ход нашего разговора, означает ли это, что лабораторная выставка не может быть аттрактивной, эффектной и зрелищной? Например, стенд Артема на ярмарке Космоскоу, мне кажется, является одновременно и лабораторным, и обладает очевидной содержательной глубиной, но и это классно выглядит, это здорово действительно с эстетической точки зрения и с точки зрения просто качественных каких-то характеристик самих объектов, самих скульптур, которые на стенде представлены. Виктор, может быть, я у вас поинтересуюсь, есть ли действительно это противопоставление лабораторности и некоторой аттрактивности и зрелищности искусства, и если мы ее действительно обнаруживаем в наших каких-то размышлениях, с чем она может быть связана? Леш, спасибо. Я, признаться, даже сам хотел вякнуть, вот, чтобы ты обратил на меня внимание. Мне хотелось действительно бросить свою реплику, потому что это проблематика, которая сопровождает вообще всю мою профессиональную жизнь, там, как куратора, как человека, связанного с выставками. Потому что еще вот в начале моей профессиональной карьеры, когда в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, я вот первый год моей там работы служил в отделе экскурсоводом, водил экскурсии по выставкам, то у меня были споры с методистами. Был методический отдел, где действительно люди очень тонко разбиравшиеся, исследовавшие, продумывавшие подходы к тому, как популяризировать искусство, как популяризировать выставки, которые проводит музей, вот популяризировать для широкой публики. Вот. И, соответственно, я, проводя экскурсии, позволял себе завышать интеллектуальную планку обсуждения искусства. Я вставлял какие-то термины иностранные, я загружал мой комментарий какими-то избыточно академическими экскурсами и так далее. Они, в свою очередь, возражали, говорили, что это недоступно пониманию вот широкой публики. Да? Ну, а очень значительная часть этой публики – это были люди, приезжавшие на экскурсионных автобусах из-за пределы Москвы, просто для закупок как бы в Москве, да?
Вот, и в силу того, что экскурсия предполагала непременное, так сказать, посещение Пушкинского музея, то это было им вменено. И, значит, они не очень морально готовились к встрече с прекрасным. Вот, но тем не менее, вот я как-то уже с той поры как-то являюсь сторонником того, что на самом деле некоторая недоступность вот предмета предъявления, предъявляемого на выставке, недоступность содержания, незнакомство с произведениями, на самом деле не отталкивает людей. На самом деле оно их интригует, и на самом деле оно повышает в их глазах свою собственную значимость, да? Они получают известное удовольствие от приобщения к чему-то, что для них отчасти в некоторой степени недоступно. Вот. И вот эта пропорция доступности и недоступности, она на самом деле очень важна. И здесь дело даже не только в аттрактивности, потому что я не вижу ничего зазорного, в принципе, в том, чтобы выставка была потенциально зрелищной, активной, яркой. Вот. Но дело даже не только в этом, дело в самой драматургии выставки, в характере предъявления материала там, и так далее, и так далее. И когда Лена совершенно справедливо вот говорила о затребованности сегодня формата лабораторной выставки, я думаю, что речь шла, или, по крайней мере, я как бы солидаризируюсь вот с этим ее стратегическим тезисом, полностью солидаризируюсь, я только думаю, что, и предполагаю, она и это имела в виду, что дело не только вот в микролабораторных, очень специальных выставках. Речь идет об выставках умных. Речь идет о выставках разных форматов и разных жанров, но выставках, за которыми стоит серьезная интеллектуальная исследовательская работа. Да? Вот речь идет именно об этом. Именно этого, как мне кажется, крайне не хватало вот в выставочном процессе последних десятилетий, последних там 2, скажем так, 3 десятилетий. Вот выставка как интеллектуальное исследование, как интеллектуальное высказывание. Да? И я абсолютно уверен, что умная выставка может быть при этом и выставкой крайне популярной, крайне затребованной у широкой аудитории. И вот методологическая установка о том, что вот, вы знаете, вот широкая публика не поймет, вот, я признаться, с этим вот исходно, с первых шагов, как я уже заявил, моей как бы профессиональной судьбы, вот никогда не был солидарен. И еще одна ремарка, которую мне подсказал Артем, рассказав вот про выставочное пространство, значит, «Стыд». Да? На самом деле, вот идея осмотра выставки в темноте с фонариком, она восходит, собственно говоря, к Марселю Дюшану. В 1938 году на международной выставке сюрреализма в Париже он этот метод уже освоил. И, собственно говоря, то, что интересовало Дюшана, и он, кстати говоря, потом это повторил на своей персональной выставке, если я не ошибаюсь, в начале 60-х в Пасадене, в художественном музее Пасадены, когда зритель оказывался в пустом пространстве, и система световых датчиков работала таким образом, что когда зритель оказывался перед работой, вспышкой света она освещалась. Когда он перемещался к другой работе, она гасла, и зажигалась лампочка перед этим, значит, перед этой работой. Вот, то, что, собственно говоря, интересовало Дюшана тогда, вот, это заменить идею репрезентации, да, явлением произведения. Сказать, то есть не репрезентацион, а аппарисион. То есть он настаивал, что вот произведение должно явиться, да,
И тогда, вот, собственно говоря, и это совсем другой тип переживания произведения. И вот это я тоже хотел добавить вот к тем стратегически-тактическим задачам, которые, как мне кажется, были вне зоны упущения за последнее время, и которые сейчас как раз можно реабилитировать, можно поставить в центр нашего кураторского внимания. Это явление произведения, не обязательно вспышками света, но повышенное внимание к произведению, которое оказалось задавлено продакшеном, блокбастерными масштабами, харизмой и, так сказать, куратора, масштабами бюджета олигарха там, и так далее. Все-таки искусство создается художниками, и носителями искусства является произведение. Вот повышенное внимание, повышенное уважение, повышенная валоризация вот усилия, творческого усилия художников в произведении, мне кажется, это тоже то, что может сегодня вот заиграть и стать вообще каким-то предметом вот интереса вот в этой ситуации, когда с экстенсивного, воспользуясь Лениными правильными терминами, Окей. Мне кажется, техника, или точнее технология реагирует на продолжительность некоторых реплик Виктора и говорит, ну, достаточно, небольшая пауза. Хотя, конечно, очень интересно всегда Виктора слушать, без сомнения. Лена, Артем, я, может быть, в продолжении того, о чем сейчас Виктор говорил, хотел вас уточнить, нет ли у вас ощущения, что вот эта своеобразная сакрализация, как будто бы, если мы говорим о явлении искусства, а не репрезентации искусства, эта сакрализация ведет к тому, что ценным... Виктор, да, классно, что вы снова с нами. Да, я, с вашего позволения, тогда остановлюсь. И, Виктор, можно вас попросить закончить мысль, договорить? Я уже на самом деле, вот как бы, по идее, вы меня прервали вот, ну, буквально на последнем дыхании. Вот, все, собственно говоря, было высказано, и ты все абсолютно правильно как бы понял. Единственное, вот я уловил, как бы, войдя вновь, вот тема сакрализации, ну, явление и сакрализация, да, они хорошо монтируются, но я не совсем это имел в виду. Я имел в виду просто ценность произведения как такового, да, чтобы оно перестало заслоняться вот как бы инфраструктурной мощью, инфраструктурным давлением и желанием вот инфраструктуры показать, явить саму себя, а не произведение, которое как бы становится для нее поводом. Вот, собственно, все. Да, спасибо еще раз. Я предполагал, что вы действительно разворачиваете свою мысль в эту сторону, но мне кажется, что когда я говорю о сакрализации, я скорее предполагаю рядового зрителя, и в его глазах как будто бы вот это явление искусства предполагает, что ли, объектность художественного произведения. И, может быть, контекст Космоску как раз в этом отношении очень нагляден, потому что мне сложно, конечно, дать какую-то внятную и аргументированную оценку, но кажется, что 85%, 90% произведений, которые здесь представлены, это живопись, это традиционные художественные медиумы, и перформансы, которые происходят на ярмарке, происходят, например, вот в рамках лектория. И сегодня вечером, к слову, позвольте, я уж воспользуюсь этой возможностью на правах модератора, проанонсирую в 7 часов здесь же будет происходить классный перформанс, связанный с исполнением академической музыки, но с помощью нетипичных, что ли, инструментов. В общем, нет ли опасности вот этого возвращения этой ценности объекта
в искусстве, что как будто бы может спровоцировать вообще вытеснение куда-то на периферию, в маргинальные зоны перформанса и иные формы бытования искусства, которые эту объектность, материальную форму репрезентации не предполагают. Лена, Артем, вопрос, да, в том числе. Можно я отвечу? Но отвечу, сделав реверанс в сторону Артема, потому что просто слушая твой вопрос, я стала как-то перебирать в голове какие-то работы, которые я видела в последнее время, которые мне как-то очень сильно запомнились или отозвались. Я могу сказать, что это все-таки работа Артема Филатова и Алексея Курси. Это работа, которая называется «Сад имени». И я благодарю Артему еще раз за то, что за вообще возможность ее увидеть. Это работа, которая не предполагает... Нет, на самом деле там есть один материальный объект, и даже растения, которые там представлены, они тоже вполне себе имеют форму, но при этом все-таки основная часть, она абсолютно медитативная. И это, конечно, потрясающий пример вот того произведения искусства, которое живет в тебе. То есть ты заходишь, это... Артем, может быть, ты расскажешь, как-то мне неловко при тебе говорить о твоей же работе. Ну, на самом деле, наоборот, как бы это ценно, потому что я же уже здесь такая, знаете, притертая крышка к банке, я настолько уже как бы свыкся с режимом существования этого проекта, и я очень надеюсь, что пока я буду жить и пока я не умру, буду продолжать как бы с ним притираться. Ну, коротко, чтобы понимали коллеги, которые находятся в лектории, сад имени — это мемориальный терапевтический сад на территории Нижегородского частного крематория. Это проект, который состоит из настоящего сада, где растет более 120 видов растений. И любой желающий может посвящать эти растения своим умершим близким и родственникам путем путем сайта проекта. И на территории сада находится аудиоинсталляция, которая во многом как раз сделана моим соавтором Алексеем Корси, из которых в течение 15 минут пропевает голос оперной певицы Зои Петровой, которая перечисляет название внутренних органов человека на латыни. Но проект во многом как бы посвящен тому, что в психологии называется парадоксальная интенция. Это когда у тебя есть страх по отношению к чему-либо, и для того, чтобы перестать этого бояться, ты сближаешься с предметом страха. Смерть достаточно как бы понятный и вездесущий страх, поэтому предложение человеку оказаться в крематории, в каком-то подготовленном пространстве — это вот странная территория трансгрессии, где человек как раз и может найти какие-то, задать себе какие-то важные вопросы, связанные с мортальностью, будь то себя или своих близких, или же найти какие-то собственные ответы внутри себя, да, и как бы у сада нет одного правильного режима посещения. Можно приехать со мной, можно приехать в одиночестве, можно приехать с шумной, веселой компанией, можно приехать туда тогда, когда у тебя умер близкий человек. Здесь нету как бы правильного способа посещения. И, наверное, продолжая как бы вопрос или рассуждение про явление, да, про как раз произведение, мне нравится еще вот это такое слово, знаете, активизация произведения. То есть, что мы не присваиваем произведению какую-то такую, знаете, валовую стоимость. Ну, то есть вот картина типа висит, и она, ценная, она шедевр как раз. Вот здесь как раз мистификация, мне кажется, как раз очень хорошо работает. Но произведение становится искусством как раз благодаря тому, что ты его активизируешь. И эта активизация происходит не только критиком или искусствоведом, а происходит на самом деле любым человеком. И это очень, мне кажется, классный такой момент, когда ты можешь сделать что-либо искусством путем какого-то инструментария. И когда, будь то даже как бы выставка или какой-либо другой проект тебе дает этот инструментарий, и он может быть совершенно разным, он может быть очень даже таким, знаете, консервативным, а-ля книжку прочитать. Но заставить человека прочитать книжку — это тоже как бы отдельная как бы, наука, да.
Поэтому вот эта активизация вот в саду, конечно же, есть. Вот сегодня я говорил, что иногда люди меня спрашивают, в какой момент начинается проект, когда человек открывает дверь сада в крематории и оказывается там, или же когда он садится в машину и понимает, что сегодня в субботу в 10 утра он поедет в крематорий не потому, что ему нужно прощаться с близким, а потому что он так решил. И это очень классное какое-то замечание, которое я услышал у людей. Оно мне очень льстит, потому что оно говорит, что произведение начинает работать в голове у человека, а не вот в этом как бы предмете, не вот в этой территории. Мне кажется, это очень... Ну, я очень благодарен людям, которые туда приезжают и вот делятся со мной такими наблюдениями. Артем, спасибо. Лен, ты хотела что-то добавить? Ага. Друзья, позвольте я поинтересуюсь, есть ли у вас вопросы или комментарии, которые вы хотели бы задать или озвучить? Виктор, хотите что-то добавить к сказанному? Нет, Леша, по-моему, была очень такая живая и содержательная дискуссия. Мне добавить уже нечего, я и так слишком много говорил. Да, вас, как, собственно, и Лену, и Артема всегда чертовски приятно слушать, что говорить. Тогда, друзья, если вопросов и комментариев не появилось, позвольте поблагодарить участников. Было действительно супер и очень интересно. Спасибо за участие, вам спасибо за внимание и хорошего дня. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.